Глава 2266. Путешествие к расе духов. Когда руны вращались, весь диск также начал вращаться, и бесчисленные руны появлялись или исчезали внутри диска, представляя собой очень хаотичное зрелище. В то же время старинное лазурное зеркало также начало издавать слабый жужжащий звук, и лазурный свет заструился по его поверхности. Казалось, в зеркале находилось что-то неясное, но что именно, разобрать было невозможно. Хань Ли немигающим взглядом пристально смотрел на изменения, происходящие на диске, и, казалось, молча что-то вычислял. Спустя долгое время гигантский диск уже совершил бесчисленное количество циклов вращения, и Хань Ли внезапно закричал: «Я нашел его!». Затем он указал пальцем на диск, и всплеск невидимых энергетических колебаний вспыхнул, охватив всю область в радиусе около полукилометра. Раздался глухой стук, гигантский диск вздрогнул, и большая часть рун на нем исчезла, в то время как осталось всего около дюжины рун, образуя странную диаграмму, в центре которой находился шар нежного белого света. Хань Ли внимательно изучил диаграмму, а затем перевел взгляд на лазурное зеркало впереди. Размытое изображение в зеркале постепенно становилось все яснее и яснее, и внезапно на его поверхности появилась огромная карта. В одной части карты было мерцающее пятно света, и оно, казалось, резонировало с диаграммой на гигантском диске. Хань Ли некоторое время смотрел на карту, прежде чем его брови слегка нахмурились. Чжу Гуэр ждала все это время и не могла не спросить: «Старший Хань, вы нашли вход в малое духовное небо?» «Не совсем. Могу только сказать, что немного сузил его местоположение», — ответил Хань Ли, покачав головой. «Что вы имеете в виду, старший Хань?» Чжу Гуэр была весьма озадачена. «Вход в малое духовное небо расположен не на нашем континенте Тянь-Юань. Вместо этого он находится на одном из двух других континентов», — ответил Хань Ли. «Это на другом континенте. Это континент грома или континент кровавого неба?» — спросила Чжу Гуэр. «Я не уверен. Сенсорный диапазон этого алтаря ограничен только континентом Тянь-Юань, поэтому, если мы хотим найти место входа в малое духовное небо, нам придется найти те же алтари на других континентах», — ответил Хань Ли. Лицо Чжу Гуэр сразу же изменилось, когда она услышала это. «Это значит, что нам придется отправиться на другие континенты. Похоже, нам придется это сделать. К счастью, как только вход в малое духовное небо будет завершен, он не изменит свое местоположение, по крайней мере, в течение следующих нескольких столетий, так что у нас есть много времени, чтобы сделать это. Просто наш вход в малое духовное небо придется отложить», — Хань Ли вздохнул с покорным выражением лица. К счастью, с его нынешним уровнем силы он был практически доминирующей фигурой во всем царстве духов, поэтому исследование других континентов не было бы для него опасной задачей. Более того, для него это также была возможность выполнить задачу, которую он согласился выполнить для клона феи ледяной души. Помня об этом, он взмахнул рукавом в воздухе, выпустив вспышку золотого света, которая убрала лазурное зеркало, а затем бросил веревку печати заклинания в сторону формации на алтаре. Еще одна волна сильных толчков пробежала по алтарю, и все огни на нем мгновенно погасли, а компас также вернулся к своей первоначальной форме. В результате гигантский круглый диск наверху также медленно распался в небытие. Еще одна вспышка золотого света вырвалась из тела Хань Ли, и он, и Чжу Гуэр исчезли на месте. В следующее мгновение они оба появились рядом с серебряной луной среди всплеска пространственных колебаний. «Как все прошло, брат Хань?» — спросила серебряная луна. «Все прошло не очень хорошо, но и не так уж плохо», — ответил Хань Ли с кривой улыбкой, а затем рассказал серебряной луне о результатах. Выслушав его рассказ, серебряная луна усмехнулась. «Все именно так, как ты сказал, это не здорово, но и неплохо. Хоть мы и не нашли вход в малое духовное небо, это, по крайней мере, подтверждает для нас, что метод, предоставленный Баохуа, осуществим. Теперь все, что нам нужно сделать, это исследовать другие континенты и найти там древние алтари компаса. Похоже, мне придется покинуть континент Тянь-Юань на какое-то время. Так получилось, что у меня все равно есть кое-какие дела, которые мне нужно сделать на других континентах, так что я смогу убить нескольких зайцев одним выстрелом. Однако перед этим мне нужно совершить путешествие в расу духов и сначала решить проблему преодоления скорби твоего деда», — ответил Хань Ли. «Мы сделаем, как вы говорите, брат Хань. Этот дух-монарх — чрезвычайно загадочная фигура, будьте осторожны, сталкиваясь с ним», — предупредила серебряная луна. «Я обязательно это сделаю. Независимо от того, действительно ли этот духовный монарх прожил миллион лет, его происхождение очень подозрительно. Поэтому я очень заинтересован в нем», — сказал Хань Ли с улыбкой. Благодаря исключительному интеллекту Серебряной Луны, она сразу смогла понять, что имел в виду Хань Ли. «Ты подозреваешь, что он не существо из нашего духовного царства? Я проверил несколько фолиантов, и согласно найденной мной информации, духовная раса существует в течение самого короткого времени среди всех рас в этой области.
Судя по всему, она существует всего около миллиона лет, и большинство духовных существ, казалось, внезапно появились за очень короткое время, но с тех пор их популяция увеличивалась крайне медленно, спокойно проанализировал Ханли. Выражение лица Серебряной Луны слегка изменилось, когда она услышала это, и она больше не задавала вопросов, но уже сформировала свои собственные выводы по этому поводу. Теперь нам пора возвращаться. Этот патриарх Хуаши не так уж силен, но он обладает некоторыми приличными способностями к атрибутам воды, поэтому он может быть полезен в наших поездках на другие континенты. Давайте вернем его на другие континенты. «Священный остров с нами», — сказал Ханли. Это не должно быть проблемой. Я уверен, что коллега Дос Хуаши не откажется от возможности остаться существом на стадии Великого Вознесения и время от времени получать от вас какие-то советы, усмехнулась Серебряная Луна. Ханли просто улыбнулся в ответ, а затем выпустил вспышку золотого света, которая охватила всех троих, прежде чем улететь вдаль. Более полугода спустя ясный крик внезапно раздался в небесах из запретной зоны на Священном острове, заставив все облака духов над Священным островом сильно задрожать. Все высокопоставленные существа на Священном острове почувствовали это волнение, и на их лицах появилось восторженное выражение. Ханли находился в процессе обработки определенного типа пилюли в своем пещерном жилище, и он улыбнулся, отправив заклинание в котел, а затем пробормотал про себя. Уважаемый Даос Мо наконец выздоровел, так что, похоже, мы скоро смогу отправиться в гонку духов. Надеюсь, я получу награду от этой поездки. После этого Ханли продолжил накладывать заклинательные печати на свой котел. Месяц спустя огромный священный ковчег чернильного духа снова появился над Священным островом, а затем сразу же умчался вдаль. Ханли, Серебряная Луна и Чжугуэр находились на ковчеге, и их сопровождали Мо Цзиньли и патриарх Хуаши. Как и ожидала Серебряная Луна, патриарх Хуаши был в восторге от того, что Ханли был готов оставить его при себе на какое-то время, и немедленно помчался обратно в свою пещерную обитель, чтобы собрать свои вещи перед поездкой на священный остров с Ханли. К его чести, Ханли очень хорошо относился к патриарху Хуаши, даровав ему несколько таблеток и наставив его в совершенствовании. В результате патриарх Хуаши получил значительную пользу и совершил прорыв на среднюю стадию интеграции тела за короткий промежуток времени. Ему для этого потребовалось менее года. Таким образом, патриарх Хуаши был полон благодарности и почтения к Ханли и стал практически наполовину учеником Ханли. Покинув священный остров, гигантский ковчег сразу же помчался в заранее определенном направлении и на своей необычайной скорости достиг города глубокого неба всего за 2 с небольшим месяца. Ханли и Мо Цзиньли пробыли в городе всего 2 или 3 дня, чтобы встретиться с некоторыми старейшинами, а затем продолжили свой путь в первобытный мир. С двумя существами стадии Великого Вознесения во главе путешествия по опасному первобытному миру было похоже на прогулку в парке. По пути им встретились несколько древних зверей, но марионеточной армии на ковчеге было более чем достаточно, чтобы справиться с ними. Единственный раз, когда они столкнулись с какой-либо настоящей проблемой, это когда они попали в ураган, пролетая над огромным каньоном. Столбы ураганного ветра высотой более 100 000 футов хлынули к гигантскому ковчегу со всех сторон, делая его чрезвычайно маленьким и незначительным. Марионеточная армия смогла лишь до некоторой степени защитить ковчег, но не смогла по-настоящему уменьшить угрозу. Только тогда Ханли и Мо Цзиньли появились по обе стороны гигантского ковчега. Последний сделал хватательное движение, чтобы вызвать в воображении 2 шара молнии, которые превратились в пару молниеносных мечей, которые злобно пронеслись по воздуху, в то время как первый превратился в гигантскую золотую обезьяну ростом более 1000 футов, а затем яростно ударил кулаками по столбам ветра вдалеке. Пара гигантских молниеносных мечей сверкнула в воздухе, и несколько столбов ветра были мгновенно разрезаны пополам, прежде чем рассеяться в порывах яростного ветра. В то же время внутри некоторых столбов ветра вспыхнул золотой свет, и внутри них появилась серия гигантских вихрей, каждый из которых был размером около акра. Глава 2267. Крепость Духовного Неба. Столбы ветра содрогнулись, втягиваясь в возникшие внутри них золотые вихри, заставив их быстро распасться. Перед лицом комбинированных атак пары существ в стадии Великого Вознесения грозное природное явление было рассеяно в мгновение ока. Выйдя из ураганного шторма, священный ковчег чернильного духа быстро вылетел из каньона. В течение оставшейся части путешествия Ханли и остальные не столкнулись с какими-либо другими примечательными опасностями. Примерно через полгода прибыли на территорию расы духов. Ханли и другие стояли перед гигантским ковчегом, глядя на естественную городскую стену вдалеке, образованную серией соединенных между собой холмистых горных хребтов. За этой массивной городской стеной вдалеке виднелась гигантская гора высотой в сотни тысяч футов, врезавшаяся прямо в облака. На полпути к вершине горы располагалась серия треугольных пагод, которые были разбросаны практически по всей горе. Широко известная крепость Духовного Неба расы духов находится прямо перед нами. На самом деле правильнее называть ее городом. Ее функция аналогична функции города Глубокого Неба и состоит в том, что она действует как защитный барьер.
Однако там, где мы создали суперформации, охватывающие всю территорию наших двух рас, за исключением города Глубокого Неба, окраины территории расы духов в основном состоят из чрезвычайно коварных ландшафтов, которые очень опасны для армий. Чтобы пройти, им нужно беспокоиться только об охране нескольких стратегических мест. Всего в расе духов 7 таких цитаделей, объяснил Мо Цзиньли. Эта крепость очень хорошо охраняется, но если мы захотим обойти ее, мы сможем сделать это с легкостью. Как вы думаете, нам следует сделать это или войти в город более традиционными способами? Мо Цзиньли, похоже, уже обдумал это заранее и сразу же ответил. Мы не просили аудиенции у духовного монарха заранее, и я не хочу, чтобы распространялись какие-либо слова о талисманах Молни Сенсен, поэтому я думаю, что нам следует тайно приблизиться к духовному монарху. Ты прав, брат Мо. В таком случае, давай прокрадемся через эту цитадель и вступим в гонку духов, согласился Хань Ли, кивнув. Серебряная луна и Чжу Гоэр, естественно, тоже не осмелились высказать какие-либо возражения. Таким образом, гигантский ковчег тут же изменил направление. Тем временем внутри прямоугольного здания на гигантской горе за естественной городской стеной находилась красавица средних лет. На вид ей было около лет 30. Она оценивающе смотрела на белую стену, пронизанную бесчисленными руническими образованиями, слегка нахмурив брови. Аномальное колебание только что появилось в одной части образования на стене, и хотя оно было чрезвычайно слабым, оно указывало на то, что возле крепости появилось чрезвычайно мощное сокровище. В противном случае оно вообще не было бы зарегистрировано этой формацией. Имея это в виду, женщина позвала подчиненного войти в комнату, и облаченный в броню дух немедленно вошел в комнату, прежде чем уважительно поклониться. «Я выражаю свое почтение госпоже Тянь Цзянь. Идите и осмотрите зону номер 3, там наблюдаются аномальные колебания», тут же проинструктировала женщина. «Да, моя госпожа», — уважительно ответил духовный страж, прежде чем выйти из комнаты. Спустя несколько мгновений группа из более чем сотни духовных стражей покинула крепость Духовного Неба, чтобы осмотреть регион, в котором только что был обнаружен священный ковчег Чернильного Духа. К этому моменту священный ковчег Чернильного Духа находился уже за сотни тысяч километров, поэтому охранники, естественно, не смогли ничего обнаружить. Брови женщины нахмурились еще сильнее, когда она услышала результат их поисков. Колебания были очень слабыми, и это вполне могло быть не более чем ложной тревогой, но по какой-то причине она не могла избавиться от этого стойкого чувства беспокойства. Возможно, ей пора отдохнуть. Тщательно обдумав вопрос, женщина решила, что ее паранойя вызвана просто усталостью от переутомления, и быстро забыла об этом вообще. Тем временем Хань Ли и остальные незаметно летали над водоемом чернильно-черной воды. По какой-то причине Хань Ли спрятал священный ковчег Чернильного Духа, решив вместо этого максимально увеличить выход своего защитного духовного света, чтобы сформировать световой барьер, охватывающий площадь Вакр, охватывая Серебряную Луну и остальных. Мо Цзиньли тоже летел, поддерживая немного меньший световой барьер. Клочья желтого тумана вращались за пределами световых барьеров, и из черной воды внизу доносился случайный странный звук, прежде чем удариться о световые барьеры. В результате два световых барьера время от времени слегка деформировались или сильно тряслись, как будто они продвигались через какое-то мощное силовое поле. Внезапно раздался резкий визг, и черная тень вырвалась из воды внизу и полетела прямо к световому барьеру Хань Ли на невероятной скорости. Хань Ли поднял бровь и провел пальцем вниз, и черная тень отлетела назад даже быстрее, чем пришла. Это был маленький зверь, похожий на гибрид черепахи и жабы, полностью темно-желтого цвета, с острым шипастым панцирем и короткой шеей. Беззаботный на вид удар Хань Ли был наполнен чрезвычайно грозной силой, и даже первоклассное сокровище, скорее всего, было бы разбито на месте. Однако после падения обратно в черную воду маленький зверь смог быстро прийти в себя и, судя по всему, не получил серьезных травм. Затем он издал болезненный крик и нырнул глубже в воду, не осмеливаясь снова атаковать световые барьеры наверху. На этом участке воды было довольно большое количество этих маленьких зверей, и один или два выпрыгивали почти через определенные промежутки времени, чтобы атаковать световые барьеры в воздухе, но Хань Ли и Мо Цзиньли с легкостью отбивали их всех. Пролетев несколько часов, Хань Ли и остальные наконец вышли из этого региона, и впереди появился пышный горный хребет, которому не было видно конца. Наконец-то мы вступили на истинную территорию расы духов. С природным ядом озера черной воды справиться было не так уж и сложно, но эти темные жабы действительно были занозой в заднице. Их наступательное мастерство не так уж и серьезно, но их выносливость и живучесть невероятны. Даже существо на стадии интеграции тела с трудом избавилось бы от них, сказала Серебряная Луна с облегченной улыбкой. Если бы ковчег уважаемого Даоса Ханя можно было использовать для пересечения озера, тогда нам не пришлось бы беспокоиться об этих темных жабах-зверях. К сожалению, ковчег и так уже был подвержен ограничениям в черной воде, поэтому его скорость была бы снижена до еще меньшей, чем та, на которую мы были бы способны в полете, ответил Мо Цзиньли с улыбкой.
Это не только мой священный ковчег чернильного духа, большинство летающих сокровищ в мире серьезно пострадают, пролетая над этим озером. Добавьте сюда этих темных жаб, и это место действительно станет очень опасным регионом для путешествия. Неудивительно, что раса духов не выставила в эту область стражу. С другой стороны, это значительно облегчило нам проникновение в расу духов за такое короткое время. Жаль, что темные жабы не могут предложить ничего ценного. Другие звери их калибра обычно представляют гораздо большую ценность, сказал Мо Цзиньли, поглаживая бороду со слабой улыбкой. Эти темные жабы не обладают демоническими ядрами, и их тело нельзя превратить в сокровища или пилюли, поэтому они не привлекают никакого интереса. Если бы это было не так, скорее всего, больше не было бы никого из этих зверей в этой области. Хорошо, теперь, когда мы добрались сюда, мы уже выполнили половину нашей цели. Нам просто нужно отправиться в центральный регион расы духов, чтобы встретиться с монархом духов. Во время отдыха в нашем путешествии нам по-прежнему придется сосредоточиться на скрытности, так что давайте не будем раскрывать ваши личности, если в этом нет крайней необходимости, уверенно сказал Хань Ли. Мо Цзиньли и остальные кивнули в знак согласия. Таким образом, Хань Ли снова выпустил священный ковчег чернильного духа, но на этот раз он значительно уменьшил его, так что его длина составляла всего чуть более 100 футов, а его внешний вид также был изменен, чтобы напоминать обычный летающий ковчег. Сразу после этого Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, и перед ним появились несколько кристаллических дьявольских марионеток на стадии пространственной закалки. Духовный свет вспыхнул над их телами, и их ауры внезапно стали чрезвычайно похожими на ауры существ артефактного духа. Пока мы не столкнемся с большими проблемами, этих марионеток должно быть достаточно, чтобы справиться со всем, пока мы отдыхаем внутри ковчега, сказал Хань Ли со слабой улыбкой. Это отличная идея. Эти существа расы артефактных духов возникли из артефактов, поэтому они не так уж отличаются от этих ваших марионеток, усмехнулся Мо Цзиньли, прежде чем первым погрузиться в ковчег. За ним последовали Серебряная Луна и остальные, а Хань Ли замыкал шествие, войдя в ковчег только после того, как все остальные уже сделали это. Спустя несколько мгновений черный летающий ковчег слегка вздрогнул и улетел вдаль. Тем временем, в определенном месте в центральном регионе духовной расы были два иностранных существа стадии Великого Вознесения, которые имели небольшое сходство друг с другом и обсуждали что-то таинственным образом в павильоне, окруженном слоями ограничений. Во время их разговора было слышно, что термин «талисман молнии Сансен» упоминался несколько раз. В то же время в нетронутой белой пагоде в таинственной запретной зоне расы духов парили 5 полупрозрачных нефритовых значков. Каждый нефритовый значок был около фута в длину, и над его поверхностью время от времени потрескивали золотые дуги молний. Глава 2268. Гора скрытого духа. Раса духов имела гораздо меньшую численность населения по сравнению с соседними расами, а Хань Ли и другие специально выбрали более уединенный маршрут, поэтому, естественно, они встретили очень мало духовных существ. Из немногих духовных существ, с которыми они столкнулись, никто из них не подозревал, что дьявольские кристаллические марионетки стоят на священном ковчеге чернильного духа, а некоторые из артефактных духовных существ даже приветствовали своих собратьев. Марионетки ответили на эти приветствия по указанию Хань Ли, и никаких подозрений не возникло. 2 месяца спустя ковчег наконец прибыл в нефритовый дымный город, самый крупный город на территории расы духов. Примерно в 100 тысячах километров от этого города находилась священная земля всей расы духов, гора скрытого духа. Дух-монарх проживал на этой горе вместе с некоторыми святыми стражами, которые поклялись оставаться на горе до конца своей жизни. Согласно правилам духовной расы, территория в радиусе 15 тысяч километров от этой горы была ограниченной областью, которой не могли получить доступ никакие духовные существа ниже стадии интеграции тела. Даже те, кто находится на стадии интеграции тела или выше, не могли войти на верхнюю половину горы без приглашения духовного монарха, а они смогут задержаться на нижней половине горы лишь на короткое время. Несколько лет назад духовный монарх внезапно заявил, что уходит в уединение, чтобы развивать таинственную секретную технику, и передал обязанность наблюдения за духовной расой нескольким из своих самых доверенных святых духов, прежде чем полностью изолировать себя на горе, отказываясь встречаться с кем-либо. Ничего подобного никогда не случалось в прошлом, и это, естественно, вызвало массовый переполох среди духовной расы. Однако святые духи также были очень авторитетными фигурами, и их совместными усилиями удалось избежать серьезных волнений, но, естественно, возникало много слухов. За это время напряженная атмосфера царила над всей расой духов, и Хань Ли и остальные узнали обо всем этом по дороге сюда. Они были весьма удивлены этим неожиданным изменением в духовной расе, но это не изменило их цели встретиться с духовным монархом. В конце концов, духовный монарх заключил сделку с представителем чужой расы стадии Великого Вознесения, которая продлится недолго, поэтому он явно замышлял что-то втайне, а не фактически совершенствовался в уединении. Независимо от того, что планировал духовный монарх, Хань Ли и Мо Цзиньли были полны решимости получить талисманы молнии Сансен.
После краткого обсуждения они решили припарковать священный ковчег чернильного духа возле нефритового дымного города, оставив серебряную луну и остальных позади, вместе со всеми кристаллическими дьявольскими марионетками. После этого они вместе отправились к горе скрытого духа. Даже если что-то случится во время их встречи с духовным монархом, они оба смогут позаботиться друг о друге. Полдня спустя Хань Ли и Мо Цзиньли тайно прибыли на гору скрытого духа. Хань Ли поднял голову и увидел пышную гору высотой более 100 тысяч футов с серией пятицветных радуг над ней. Увидев это, зрачки Хань Ли сразу же слегка сузились. Он мог чувствовать чрезвычайно грозное духовное давление, исходящее от этой горы скрытого духа, что указывало на то, что это было чрезвычайно мощное сокровище, не уступающее его крайним горам. Интересно. Духовный монарх полностью запечатал это место ценой раскрытия истинной формы Святой Горы. Похоже, действительно происходит что-то подозрительное, задумался Мо Цзиньли заинтригованным голосом. Было ясно, что по своим наблюдениям он сделал те же выводы, что и Хань Ли. Похоже, духовный монарх установил здесь некоторые чрезвычайно мощные ограничения. Должны ли мы подняться на эту гору? Хань Ли спросил спокойно. Почему бы и нет? Ограничения здесь действительно довольно сильны, но они недостаточно сильны, чтобы остановить нас. Кроме того, если мы не проявим часть нашей силы, духовный монарх, возможно, даже не захочет предоставить нам аудиенцию. Ты теперь не струсил, не так ли, уважаемый Даос Хань? Мо Цзиньли усмехнулся. Конечно, нет. Я более чем готов довести это дело до конца, ответил Хань Ли со спокойной улыбкой, и после короткого обсуждения они решили расстаться. Мо Цзиньли наложил ручную печать и начал что-то повторять, и вокруг его тела появился белый ореол. Сразу после этого его тело растаяло в лужу ничем не примечательной прозрачной жидкости, которая быстро просочилась в землю. Увидев это, в глазах Хань Ли промелькнул намек на удивление, и он немедленно взмахнул рукавом в воздухе, выпустив талисман, который взорвался бесчисленными фиолетовыми рунами, которые затопили его тело, прежде чем распасться на облака фиолетового тумана. Как только туман рассеялся, Хань Ли тоже исчез на месте. Этот талисман был ничем иным, как талисманом невидимости высокого зенита, который Хань Ли усовершенствовал не так давно. Он очень редко использовал этот талисман после достижения стадии интеграции тела, но это не означало, что талисман больше не приносил ему особой пользы. Напротив, из-за того, что талисман был усовершенствован с использованием секретной техники Царства Истинного Бессмертного, его эффективность будет возрастать вместе с базой совершенствования Хань Ли. К сожалению, материалы, необходимые для усовершенствования этого талисмана, были крайне редки, и в прошлом его запасы были полностью исчерпаны. Даже после такого быстрого прогресса в своей базе совершенствования он смог усовершенствовать лишь несколько таких талисманов, поэтому, естественно, он не собирался использовать их легкомысленно. С его нынешними способностями ему крайне редко приходилось скрываться, но ему требовалось пробраться в эту гору скрытого духа, чтобы тайно встретиться с духовным монархом. Обретя иллюзорное тело, Хань Ли поднялся в воздух и полетел к горе. Как только он вошел в гору скрытого духа, он отчетливо почувствовал, как несколько слоев ограничительных колебаний омывают его тело, но они были совершенно не способны его обнаружить. Увидев это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка. Было ясно, что после достижения им стадии Великого Вознесения его талисман невидимости высокого зенита стал еще более эффективным. Таким образом, он больше не колебался и двинулся прямо к вершине горы. Благодаря духовной чувственной связи он мог ясно ощутить, что Мо Цзиньли тоже каким-то образом попал в гору и бесшумно, без каких-либо препятствий, проходил по каменистой местности горы. Таким образом, они вдвоем совершенно незаметно взобрались на гору. По пути они время от времени встречали духов-охранников, все из которых носили доспехи разных цветов и обладали мощными аурами. Большинство из них находились на стадии трансформации божества и стадии пространственной закалки, что делало их высокоуровневыми существами среди духовной расы, но на этой горе они были просто обычными стражами. Казалось, что эта священная гора действительно охраняется очень надежно, но это определенно не остановит пару существ в стадии Великого Вознесения, таких как Хань Ли и Мо Цзиньли. Хань Ли беспрепятственно поднялся на гору и быстро достиг середины пути. Он приостановился и глянул вперед, где заметил вдалеке массивное фиолетовое здание. По обе стороны от входа в здание сидели мужчины средних лет в белом одеянии. Среди мужчин один был совершенно лысым, но имел пару изящных и утонченных черт лица. Что касается его спутника, то это был крайне отвратительный человек с ямами и шишками по всему лицу и пылающим на голове шаром малинового пламени. Однако, естественно, внимание Хань Ли привлек не их внешний вид. Вместо этого дело было в том, что один из них находился на средней стадии интеграции тела, а другой и на поздней стадии интеграции тела. Могло ли быть так, что это были два святых духа, отвечающие за все дела на Святой Горе? Обдумывая все это, Хань Ли не остановился ни на мгновение и быстро прошел мимо здания.
Глаза двух духовных существ в стадии интеграции тела оставались плотно закрытыми, по-видимому, они совершенно не могли обнаружить Хань Ли. Увидев это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и он уже собирался идти дальше, когда здание внезапно начало громко гудеть и вспыхивать фиолетовым светом. «Кто тут ходит?» Два духовных существа немедленно открыли глаза, прежде чем наброситься одно за другим. Проекция Будды в 4 доспехах высотой около 10 футов появилась позади лысого духа во вспышке сияющего света, и проекция держала семицветный значок, который он немедленно опустил вниз. Столб радужного света вырвался вперед, вонзившись прямо в землю, в то время как другой дух выпустил малиновую сеть пламени из огненного шара над его головой, который спустился прямо за столбом радужного света. Столб света в мгновение погрузился в землю на несколько тысяч футов, ударив в прозрачную фигуру и немедленно заставив его раскрыть свою истинную форму. Это был никто иной, как Мо Цзиньли. Прежде чем он успел среагировать, малиновая сеть уже была над ним и взорвалась палящим пламенем, которое обрушилось сверху. Выражение лица Мо Цзиньли слегка потемнело, когда он увидел это, и он холодно хмыкнул, взмахнув рукавом вверх, чтобы выпустить поток белой ци. Надвигающееся пламя мгновенно втянулось в белую ци при контакте, но как только на лице Мо Цзиньли появилась холодная улыбка, из пламени внезапно вырвался малиновый талисман, прежде чем взорваться бесчисленными малиновыми нитями. Глава 2269. Совпадение. В следующее мгновение красный свет вспыхнул из тела Мо Цзиньли без всякого предупреждения, и вокруг него появилась огненная малиновая цепь, прежде чем мгновенно крепко связать его. Мо Цзиньли, естественно, был очень встревожен этим, и его защитный духовный свет сразу же увеличился, когда он попытался разорвать цепь изнутри, но цепь просто расширилась вместе с его защитным духовным светом, лишив его возможности вырваться на свободу. Прямо в этот момент проекция Будды позади лысого духа снова взмахнула своим радужным значком в воздухе, и раздался грохот, когда поверхность значка деформировалась и размылась, прежде чем он выпустил огромную радужную руну. Затем руна быстро превратилась в ослепительный световой клинок без рукоятки размером около 10 футов. На клинке даже появились черты лица, благодаря которым оно выглядело как живое существо. Даже несмотря на свою силу стадии Великого Вознесения, Мо Цзиньли почувствовал, как холодок пробежал по его спине, когда он направил свое духовное чувство к клинку. Прямо в этот момент клинок начал издавать громкий жужжащий звук, и зрачки Мо Цзиньли резко сузились, когда он выпустил сразу несколько различных защитных сокровищ, все из которых превратились в шары духовного света над ним. Это были защитные сокровища, которые он смог высвободить быстрее всего под ограничением огненной цепи. Были и другие, более мощные защитные меры, которые он мог предпринять, но у него не было достаточно времени, чтобы их применить. Внезапно легкий клинок в воздухе исчез на месте. В то же время все оборонительные сокровища над Мо Цзиньли были разрезаны пополам, как если бы они были не более чем кусками тофу. После этого световой клинок злобно обрушился на Мо Цзиньли, и еще до того, как он действительно обрушился на него, его уже поразило леденящее ощущение. При обычных обстоятельствах Мо Цзиньли мог бы легко уклониться от атаки, но в настоящее время он был связан огненной цепью, поэтому мог только с яростным выражением лица наблюдать, как клинок обрушивается на него. На его лице вдруг появилось свирепое выражение, и миниатюрная фигурка, совершенно идентичная ему, внезапно возникла из макушки среди вспышки духовного света. Он выпустил свою зарождающуюся душу, которая немедленно поднялась в воздух, держа в руках пару серебряных мечей, чтобы противостоять приближающемуся клинку. Внезапно под лезвием появилась бледная лазурная фигура, похожая на призрака, и всего лишь небрежным ударом он смог уничтожить световой клинок, прежде чем в мгновение появиться чуть более чем в сотни футов от Мо Цзиньли. Лазурной фигурой был никто иной, как Хань Ли, и он прибыл на невероятной скорости, чтобы спасти Мо Цзиньли из его опасного положения. Спасибо, уважаемый Даос Хань. Мо Цзиньли, естественно, был в восторге, и его зарождающаяся душа снова вернулась в его тело. Теперь, когда наконец наступила передышка, он смог сложить ручную печать, а затем открыл рот, чтобы выпустить поток белой ци, который устремился к огненной цепи вокруг него. Как только они соприкоснулись друг с другом, огненная цепь начала издавать своеобразный шипящий звук, после чего багровое пламя утихло, а на поверхности цепи начали появляться трещины. Сразу после этого Мо Цзиньли схватился за цепь голыми руками и резко разорвал ее на части. Огненная цепь была чрезвычайно мощной, но она определенно была не способна поймать существо стадии Великого Вознесения, и Мо Цзиньли смог вырваться из нее за короткое время. Что касается этого разбитого светового клинка, то он немедленно вернулся к своей первоначальной форме по велению лысого духовного существа, но радужный значок стал чрезвычайно тусклым. Лысый мужчина бросил взгляд на Хань Ли и Мо Цзиньли, и на его лице появилось настороженное выражение, когда он определил, что они оба были существами стадии Великого Вознесения. Тем временем другое духовное существо извергло несколько глотков кровавой сущности, как только огненная цепь была разрушена, и его аура также значительно уменьшилась. Младший Лин Инь и младший Джо отдают дань уважения старшим.
«Пожалуйста, простите нас за нашу наглость. Мы приняли вас за пару злоумышленников», — сказал лысый мужчина, уважительно отдавая честь. Хан Ли просто сделал шаг вперед, в мгновение преодолев расстояние в несколько тысяч футов, чтобы добраться до фиолетового здания, а затем со слабой улыбкой осмотрел пару духовных существ. Сразу после этого Мо Цзиньли подошел к Хан Ли, но выражение его лица было немного кислым, когда он сказал: «Те два сокровища, которые вы только что использовали, определенно не принадлежат вам двоим. Их дал вам духовный монарх». Несмотря на то, что это была внезапная атака и двое нападавших использовали чрезвычайно мощные сокровища, Мо Цзиньли все еще был весьма смущен тем, что пара существ на стадии интеграции тела вынудила его оказаться в такой опасной ситуации. «Пожалуйста, простите нас, старший, мы действовали только по приказу нашего духовного монарха», поспешно ответил лысый мужчина с легким поклоном. Выражение лица Мо Цзиньли ничуть не смягчилось, когда он продолжил. «Значит, это действительно был духовный монарх. Почему он даровал эти сокровища вам двоим?» Понятно, что эти сокровища были предназначены специально для существ стадии Великого Вознесения, таких как мы. Иначе я бы не стал их жертвой. Два духовных существа обменялись нерешительными взглядами, и как раз в тот момент, когда лысый мужчина собирался что-то сказать, 6 полос света внезапно спустились к ним с вершины горы. Два духовных существа были в восторге, увидев это, в то время как выражение лица Хань Ли осталось неизменным, а глаза Мо Цзиньли слегка сузились при виде вновь прибывших. 6 полос света померкли, открыв 6 духовных существ в одежде, очень похожей на лысого мужчину и его спутника. Они также находились на стадии интеграции тела, и, судя по их аурам, все они также несли могущественные сокровища. Выражения лиц всех 6 духовных существ немного изменились, когда они направили свои духовные чувства на Хань Ли и Мо Цзиньли, но они не выглядели слишком удивленными, и это весьма интриговало Хань Ли. Лысый мужчина испытал большое облегчение, увидев прибытие своих союзников, но по-прежнему оставался весьма уважительным к Хань Ли и Мо Цзиньли. «Вы пришли как раз в нужное время, коллеги даосы. Я как раз собирался сообщить вам всем, что двое старейшин стадии Великого Вознесения пришли посетить нашу Святую Гору. Мы вдвоем напали на этих двух старейшин, думая, что они злоумышленники, и в настоящее время мы приносим им некоторые извинения». Выражение лица Мо Цзиньли потемнело еще больше, когда он услышал это. Теперь, когда ситуация стала известна большему количеству людей, он не мог преподать урок этим двум духовным существам. В противном случае духовный монарх мог бы обвинить его в издевательствах над младшими, и это не было бы хорошей отправной точкой для их встречи. 6 духовных существ в стадии интеграции тела сразу же почтительно приветствовали дуэт Хань Ли, и пожилой мужчина с белыми рогами среди них сказал с широкой улыбкой: «Для нашей расы большая честь приветствовать двух уважаемых людей, таких как вы. Наш дух-монарх уже знает о вашем прибытии и уже довольно давно ждет вас двоих в зале Пурпурной Ци. Он знал о нашем прибытии». Мо Цзиньли слегка запнулся, услышав это, и Хань Ли тоже был озадачен, услышав это. «Разве вы двое не договорились о встрече с нашим духовным монархом заранее? Разве вы двое не старший Сюэран и старший Хэйлинь?» С удивлением спросил белорогий пожилой мужчина. Было видно, что он тоже понял, что произошло какое-то недоразумение. Другие духовные существа стадии интеграции тела также были весьма озадачены этой ситуацией. Я слышал о Сюэране и Хэйлине, это пара иностранных существ в стадии Великого Вознесения с тиранического континента. Я слышал, что они довольно могущественны, но, к сожалению, у меня никогда не было возможности познакомиться с ними. В любом случае, я Мо Цзиньли из человеческого рода, а это уважаемый даос Хань Ли. «Я не уверен, слышали ли вы о нас раньше», — сказал Мо Цзиньли с улыбкой. На лице белорогого пожилого человека появилось неловкое выражение, но тон его голоса оставался таким же уважительным, как и всегда, когда он сказал: «Ах, так это старший Мо и старший Хань из человеческой расы. Мои искренние извинения за то, что я неправильно вас опознал. Могу я спросить, почему вы внезапно пришли на Святую Гору нашей духовной расы?» «Все в порядке, мы пришли сюда, чтобы встретиться с духовным монархом». Видя, что он уже ждет в зале Пурпурной Ци, похоже, мы пришли как раз в нужное время, усмехнулся Мо Цзиньли. Хань Ли тоже был очень удивлен этой ситуацией. Они были обеспокоены тем, что духовный монарх откажется их видеть, но не было никакого оправдания, которое духовный монарх мог бы использовать здесь. Единственное, что их немного беспокоило, это то, что они не знали, каковы были намерения духовного монарха, внезапно пригласившего двух иностранных существ в стадии Великого Вознесения увидеться с ним. Я не уверен, что это уместно. Наш духовный монарх пригласил только старшего Сюэрана и старшего Хэйлиня. Если вы хотите попросить аудиенции у него, мне придется сообщить ему и оставить решение за ним», — с нерешительным выражением лица сказал белорогий пожилой мужчина. «Значит, вы говорите, что Сюэран и Хэйлинь могут встретиться с духовным монархом, а мы нет? За что вы принимаете нашу человеческую расу?» Улыбка Мо Цзиньли тут же исчезла,
когда он сделал шаг вперед, выпустив при этом разрушительную ауру. Глава 2270. Дух-монарх. Все 8 духовных существ в стадии интеграции тела обладали могущественными сокровищами, но они все же были отброшены на несколько шагов устрашающей ауры стадии Великого Вознесения Модзинли, и во всех их глазах появился намек на страх. У меня никогда не было намерения оскорбить человеческую расу, старший. Поспешно закричал пожилой мужчина в белой мантии. Холодный пот начал течь по его лбу, а его с самого начала трясти крупная дрожь. Он явно был смертельно напуган. Однако Модзинли лишь еще больше усилил свою ауру, как будто он не слышал, что только что сказал пожилой мужчина. 8 духовных существ в стадии интеграции тела больше не могли противостоять духовному давлению Модзинли, и только после того, как из их тел вышли 8 проекций различных сокровищ, они смогли устоять на ногах. Хань Ли сразу определил, что сокровищами являются 3 талисмана, 2 значка, небольшой белый котел и серебряный скипетр. Модзинли холодно хмыкнул, увидев это, и уже собирался сделать еще один шаг вперед и высвободить всю свою духовную силу, чтобы преподать урок этим 8 юниорам, когда внезапно мимо Модзинли пронесся легкий ветерок. Теплая аура окутала тело Модзинли, и грозное духовное давление, которое он выпускал, мгновенно было сведено на нет. Сразу после этого из дуновения ветерка раздался нежный пожилой голос. «Позвольте мне принести извинения от имени этих юниоров, брат Мо. Для меня большая честь, что вы двое решили навестить меня. Я ни за что не откажусь от аудиенции для вас. Я буду ждать на вершине для вас двоих». Лин Ми, своим духовным чутьем я почувствовал, что Сюэран и Хэйлин уже прибыли к подножию горы. 4 из вас пойдите и поприветствуйте их, остальные пригласите брата Мо на зал Пурпурной Ци. Да, дух-монарх. 8 духовных существ в стадии интеграции тела в унисон почтительно поклонились вершине горы, затем убрали свои проекции сокровищ, и лысый мужчина немедленно спустился с горы с 3 товарищами, в то время как белорогий пожилой мужчина и другие делали приглашающие жесты руками в сторону Хань Ли и Мо Цзиньли. «Учитывая то, что сказал духовный монарх, я пока ставлю все на самотек», сказал Мо Цзиньли после короткой паузы, а затем полетел к вершине горы. Хань Ли последовал за ним со слабой улыбкой, а за ним следовали 4 оставшихся духовных существа стадии интеграции тела. Когда они летели на гору, пожилой мужчина с белыми рогами тайком оценивал Хань Ли сзади со своеобразным выражением лица. Несмотря на то, что Хань Ли сейчас ничего не сказал, все святые духи духовной расы знали, что он был новым существом стадии Великого Вознесения, которое только что возникло среди человечества. Информации о нем было не так много, но ходили подтвержденные слухи о том, что однажды он серьезно ранил члена стадии Великого Вознесения из расы Якша. Это вызвало у пожилого мужчины чувство страха и любопытства по отношению к Хань Ли. Царство духов было огромным местом, но там было очень мало людей, только что перешедших на этап Великого Вознесения и способных победить ветеранов этапа Великого Вознесения. Хан Ли, естественно, не знал, о чем думает пожилой мужчина, и не интересовался его мыслями. Он медленно поднимался по горе, оценивая окрестности. Верхняя половина горы скрытого духа изобиловала ограничениями и формациями, гораздо больше, чем вторая половина, но большинство формирований было деактивировано, чтобы дать им возможность пройти. В противном случае, даже будучи существами стадии Великого Вознесения, Хань Ли и Мо Цзиньли было бы не так легко подняться на гору. Оказалось, что до вершины горы оставалось всего менее 10 тысяч футов, но в итоге им потребовалось довольно много времени, чтобы добраться до вершины, и казалось, что путешествие на верхнюю половину горы на самом свелось к преодолению целого миллиона футов. Это было весьма удивительно и для Мо Цзиньли, и для Хань Ли. Казалось, что помимо ограничений на горе, в ней было что-то еще чрезвычайно глубокое. В противном случае горе не удалось бы обмануть духовное чувство Хань Ли и Мо Цзиньли. Белорогий пожилой мужчина и остальные не удивились этому, по-видимому, уже привыкшие к этому явлению. Пройдя сквозь тонкий покров белого тумана, все 7 наконец достигли вершины горы. Хань Ли огляделся и обнаружил, что на огромном пространстве на вершине горы стоял только один трехэтажный павильон. Над входом в павильон висела мемориальная доска со словами «Зал Пурпурной Ци», начертанными плавным золотым шрифтом. За пределами павильона не было видно ни одного человека. «Наш духовный монарх ждет внутри, мы не сможем сопровождать вас дальше. Поэтому, пожалуйста, входите сами, старшие», почтительно сказал белорогий пожилой мужчина, уважительно отдавая честь. «Хорошо, тогда вы все можете подождать снаружи». Цзиньли немедленно направился к павильону, направив к нему свое духовное чувство. Благодаря своему духовному чувству он обнаружил, что этот зал Пурпурной Ци не излучал никаких ограничивающих колебаний, и, если не считать слабой своеобразной ауры внутри него, он действительно казался ничем иным, как обычным павильоном. Таким образом, он, естественно, не собирался опасаться входить в павильон. Хань Ли следовал за ним,
и, войдя в павильон, они оба оказались в гигантском зале размером от 400 до 500 футов. По всему залу были расставлены горшки с цветочными деревьями высотой в несколько футов, и на этих деревьях росли цветы размером с кулак всех видов и цветов. Перед одним из горшков стоял пожилой мужчина в белом одеянии, сцепивший руки за спиной и отвернувшись от входа. «Вы духовный монарх?» — спросил Мо Цзиньли с немного осторожным выражением лица. «Пожалуйста, присядьте, друзья даосы». Пожилой мужчина в белом халате не ответил прямо на вопрос Мо Цзиньли. Мо Цзиньли еще некоторое время оценивал пожилого мужчину, прежде чем сделать то, что ему сказали. Хань Ли также сел на другой стул и посмотрел на пожилого мужчину в белом халате. «Я привык жить здесь один, поэтому могу предложить вам только чаю. Надеюсь, вы не возражаете», — сказал пожилой мужчина в белом одеянии со слабой улыбкой. Как только его голос затих, боковая дверь открылась, и в комнату вскочило несколько маленьких белых обезьян. Каждая из обезьян была около полуфута ростом, с белоснежной шерстью и малиновыми глазами. Маленькие обезьянки несли на головах чайники и чашки и быстро налили Хань Ли и Мо Цзиньли по чашке ароматного спиртного чая. Хань Ли взглянул на спиртовой чай, прежде чем выпить чашку чая за один раз, в то время как Мо Цзиньли даже не взглянул на чай, когда спросил. «Я уверен, что ты уже знаешь причину нашего визита, да, друг Даос?» «Я слышал о вас уже давно, уважаемый Даос Мо, но это наша первая встреча. Откуда мне знать цель вашего визита?» — сказал пожилой мужчина в белом халате, наконец обернувшись. Его голова была покрыта шапкой седых волос, но он имел удивительно юношеские черты лица. Его глаза были яркими и пронзительными, но выражение лица было очень спокойным, а на одном из рукавов был вышит фиолетовый кленовый лист. «Хорошо, тогда оставим это пока. Почему вы пригласили уважаемых даосов Сюэрана и Хэйлиня увидеться с вами?» — спросил Мо Цзиньли. Зрачки пожилого человека в белом слегка сузились, услышав это, но он все равно спокойно ответил. «Я пригласил их сюда, чтобы заключить с ними сделку». «Вам тоже интересно, брат Мо?» «Хе-хе, какое совпадение. Мы тоже пришли сюда, чтобы заключить с вами сделку», — усмехнулся Мо Цзиньли. «Тогда мне придется вас разочаровать, уважаемый Даос Мо. Я заключаю сделки только с людьми, с которыми знаком, поэтому боюсь, мне придется отказать вам», — без каких-либо эмоций ответил пожилой мужчина в белом одеянии. Услышав это, глаза Мо Цзиньли слегка сузились, и он внезапно поднял руку, выпустив полосу серебряного света. Пожилой мужчина в белой мантии все еще оставался на месте, но полоса серебряного света внезапно остановилась примерно в 10 футах от него. Эта полоса тут же превратилась в жетон, который мерцал нефритовым узором с выгравированным фиолетовым рисунком кленового листа, точно таким же, что был и на рукаве пожилого мужчины. Выражение лица пожилого человека в белой мантии слегка потемнело, когда он увидел это, и он поднял руку, чтобы забрать серебряный жетон в свои руки. После краткого осмотра он вздохнул. «Похоже, товарищ Даос Шисинь скончался. Ты сделал это, или он погиб от рук королевы Стимбареров?» Королева Стимбареров не убивала его напрямую, но она определенно была в этом косвенно виновата, спокойно ответил Мо Цзиньли. «Хорошо, мне все равно, как вам удалось получить этот жетон, но, поскольку он у вас, я включу вас двоих в эту сделку. Однако, остальное будет зависеть от вас», — сказал пожилой мужчина в белом халате, убирая нефритовый жетон во вспышке серебряного света. Услышав это, глаза Мо Цзиньли загорелись. «Конечно, мы искали такую возможность. Хе-хе, пожалуйста, не обижайтесь на это, уважаемый Даос Мо, но с вашими способностями для вас будет практически невозможно выполнить условия сделки, которую я предлагаю. Напротив, у вашего компаньона есть приличные шансы. Это широко известный и уважаемый Даос Ханьли, верно? Как и ожидалось, он действительно несравним с обычными существами стадии Великого Вознесения, сказал пожилой мужчина в белом одеянии с оттенком насмешки в глазах, но этот взгляд стал более серьезным, когда он посмотрел на Ханьли. «Для меня большая честь, что вы слышали обо мне, уважаемый даосский духовный монарх, но не слишком ли вы неуважительно относитесь ко мне и брату Мо?» Хань Ли ответил со слабой улыбкой.